Всем добрый день! Сегодня я хочу показать вам, как вшить рукав проймы, чтобы он вот в этом месте сидел идеально, чтобы не было заломов на рукаве, вот таких вот косых, да. Дело в том, что у нас базовая выкройка с припосадкой. То есть базовая выкройка рукава построена таким образом, что там учтена припосадка. И если вы, допустим, не хотите делать эту припосадку, и бывает так, что вы срезаете лишнее от головки рукава, но когда вы пришиваете, у вас сходится пройма и рукав, но почему-то вот здесь идут косые линии. Это бывает, когда рукав, допустим, мы делаем слишком широко, то есть мы добавляем свободы к рукаву. Если, допустим, платье у нас или что-то такое, или блузка широкие, то рукав широкий, как бы это естественно. И в такой момент у нас получается вот такая вот нестыковка. То есть срезы совпали, но получились вот такие косые заломы. Что мы делаем? Я тут, смотрите, уже миниатюру такую сшила себе, вырезала на глаз полочку-спинку, углубила пройму и горловину, сшила плечевые и боковые срезы. То есть как бы для такого рукавчика, для такого способа пришивания нужно все подготовить. Ну и, конечно же, я выкроила себе рукавчик, выкроила по спинке, то есть по пройме спинки, и сделала так, что он у меня не совпадает. То есть чтобы вам показать. Вот я его тоже уже сшила, вот этот вот шовчик. Естественно, рукавчик у меня углублен немного по переду, и я нашла, отметила себе центр рукава. И обязательно мы ставим метку, где у нас передняя половинка. Теперь я выворачиваю рукавчик. Изделие у меня на изнанке. Смотрите, вот у меня передняя половинка, вот у меня метка, может быть, вам будет не видно, конечно. Значит, я передней половинкой рукава. Вот у меня передняя половинка, то есть полочка изделия. Вкладываю вот так в изделие вовнутрь. И вот как бы совмещаю пройму и окат рукава. Здесь мне нужно совместить центр рукава, вот у меня меточка, и плечевую линию. Вот это у нас будет главная точка совмещения. Но смотрите, я сейчас буду вкалывать, ну, то есть можно, конечно, вметывать, но лучше сначала вколоть, посмотреть, потом уже вметать. Я буду скалывать со стороны рукава. А, то есть у меня рукав внутри, но все-таки я буду скалывать со стороны рукава. Вкалываю от центра в одну и в другую сторону, примерно до середины проймы или до середины рукава, неважно, там середина везде. Вкалываю в одну сторону, дальше вкалываю другую сторону, примерно до середины. И получается, что у нас? Вот половина рукава я сколола, половина вот свободна. И смотрим. У нас бывает так, что вот здесь, внизу проймы, у нас не сходятся линии, да, то есть у нас, возможно, даже если припосадка есть, даже если нет припосадки, но смотрите, что мы делаем. Я вкладываю руку в рукавчик, так. Теперь никаких натяжений не делаю, никаких тут ничего не растягиваю, не натягиваю. Стараюсь выложить, не растянуть, не натянуть, а выложить вот так вот, чтобы ткань легла сама, чтобы вот эти срезы легли так, как им хочется. И вот у меня получается примерно 2,5 сантиметра у меня выглядывает рукавчик. Вот она моя пройма, вот он мой рукавчик. И вот таким образом я продолжаю скалывать рукав с проймой. То есть у меня, получается, здесь будет излишек. Я сказала в телеграм-канале, написала вчера ответ, что можно углубить по полочке. Но вот это, ну как бы это нужно, наверное, показывать, а не рассказывать. Я сейчас скалываю, да, вот то, что я сделала, скалываю. Не спешите отрезать все лишнее. Мы сначала все это скалываем, сметываем, чтобы нам удобно было примерить, потому что если бы, допустим, мы скалываем, там булавочки могут нас поколоть, неприятно будет, да. Значит, я скалываю и примеряем на себя. Если мне нравится, то я уже делаю сметку и сшиваю рукав с проймой, да, или вшиваю рукав в пройму. Если мне не нравится, то я корректирую
еще корректирую. То есть мы должны с вами посмотреть на себя со всех сторон и смотрим результат. То есть вот здесь никогда таких заломов не будет. Он будет сидеть идеально, рукавчик. Но у меня как бы опять же миниатюра, да, я все выкроила на глаз, просто чтобы показать вам, как делать правильно, как делать удобнее, да, чтобы и вид был красивый, и вам было не напряжно. Потому что вот эту часть мы легко вшиваем, совмещая центр рукава и плечевую линию, а здесь уже у нас очень часто бывают вот эти вот нестыковки, да, какие-то неприятности. И вот мы вот таким образом на руке выкладываем ткань именно так, как она выкладывается. То есть не нужно ничего там тянуть, вытягивать, подгонять и так далее. Просто вот выкладываем рукавчик, выкладываем сверху пройму, она сама выложится так, как ей нужно. И уже примеряете, и никогда таких заломов не будет. Я надеюсь, что всем все понятно. Если вдруг что-то непонятно, обязательно пишите в комментарии, обязательно разберем все до мелочей. И если я что-то не знаю, то я постараюсь найти информацию для вас. Если я знаю, или я могу догадаться, или я могу предположить, я могу на себе все это, то есть на своих макетах все это испробовать и до вас донести. Так что не стесняйтесь, будем работать вместе. На сегодня всем пока, до новых встреч.